Сегодня мы расскажем о серой кошке по кличке Мурка, которая сумела выжить тогда, когда даже опытные специалисты почти перестали верить в ее спасение. Волонтеры обнаружили животное на окраине небольшого испанского города и срочно доставили в частный центр помощи кошкам. Состояние Мурки оказалось настолько тяжелым, что сотрудники долго не могли понять, каким образом она все еще держится. Кошка была крайне истощена, ее шерсть свалялась и потеряла блеск, а под тонкой кожей отчетливо проступали ребра и позвоночник. Она попыталась сделать несколько шагов по комнате, но вскоре обессиленно опустилась на пол и больше не смогла подняться. Ветеринарный осмотр показал сильное обезвоживание, серьезный недостаток питательных веществ и нарушения в работе внутренних органов. Некоторые работники центра осторожно говорили, что шансы на восстановление почти отсутствуют, и животное может не пережить ближайшие дни. Однако руководитель приюта по имени Мигель Эррера отказался принимать такой исход. Он увидел, как Мурка с трудом подняла голову и посмотрела на людей, и решил бороться за ее жизнь до конца. Мужчина составил для кошки строгий режим ухода, постоянно консультировался с ветеринарами и лично контролировал каждое кормление. В первые дни Мурке давали пищу крошечными порциями, потому что ослабленный организм не мог справиться с обычным количеством еды. Ей вводили необходимые препараты, поддерживали температуру тела и регулярно меняли мягкую подстилку. Мигель проводил рядом с кошкой много времени, спокойно разговаривал с ней и осторожно гладил, когда она позволяла приблизиться. Первые улучшения появились не сразу. Несколько недель Мурка почти все время лежала, но постепенно начала самостоятельно пить воду и проявлять интерес к происходящему вокруг. Затем она впервые поднялась и сделала несколько неуверенных шагов. Для сотрудников центра это стало настоящей победой. С каждым днем кошка становилась сильнее, начала увереннее ходить, а позднее даже пыталась играть с легким мячиком. Через несколько месяцев в худом и измученном животном уже трудно было узнать прежнюю Мурку. Ее шерсть стала густой и блестящей, взгляд оживился, а вес постепенно пришел в норму. Ветеринары признавались, что редко видели подобное восстановление после настолько тяжелого истощения. Мигель не имел медицинского образования и никогда не занимался профессиональной реабилитацией животных. Все, что он мог дать Мурке, это терпение, постоянную заботу и уверенность в том, что за ее жизнь стоит бороться. Позже мужчина признался, что был поражен силой кошки и ее упорным желанием жить. Даже в самые тяжелые дни она продолжала реагировать на его голос и старалась поднять голову, словно показывала, что еще не готова сдаваться. Когда лечение завершилось, Мигель понял, что уже не сможет расстаться со своей подопечной. Он забрал Мурку домой, где она быстро привыкла к спокойной жизни, мягкой лежанке и человеческому вниманию. Теперь эта ласковая и любознательная кошка повсюду следует за своим спасителем, встречает его у двери и устраивается рядом, когда он отдыхает. История Мурки доказала, что даже самый слабый шанс может стать началом настоящего чуда, если рядом окажется человек, готовый не отступать.